Приветствую всех любителей аквариумистики и фанатов цихлид озера Танганьика. Я рад приветствовать вас на канале Любитель Трофеусов. На моем канале вы найдете много полезной и интересной информации о различных видах цихлид озера Танганьика. В этом видео речь пойдет о Lamprologus compressiceps. Я хочу рассказать вам о их содержании, особенностях поведения и разведения, а также расскажу, как создать комфортные условия для этих рыбок в вашем аквариуме. Давайте вместе узнаем больше о мире цихлид озера Танганьика и научимся лучше заботиться о наших питомцах. Название рода происходит от слова altum, с латинского «высокий корпус», и Lamprologus, с латинского «цихлида рыба-группер». Compressiceps – эндемик озера Танганьика. Встречается у берегов Замбии, около города Мпулунгу, в биотопах скалистой местности вдоль всего побережья. Естественная среда обитания характеризуется каменистыми субстратами и скалистым побережьем. Обитает на глубинах от 1 до 15 метров и держится вблизи береговой линии. Размер взрослой особи достигает самцов до 15 см, самки значительно меньше, до 9 см. Очень похожи на Lamprologus calvius, однако между компрессепсисом и калвиусом есть некоторые различия. Тело у калвиуса более удлиненное, компрессепсис короче, и рот у него повернут вверх. Другое отличие состоит в том, что компрессепсис имеет более выраженные поперечные полосы и менее выраженные точки на теле, тогда как у калвиуса все наоборот, поперечные полосы менее выражены, а точек на теле больше. Компрессепсис обитает на территории вокруг всего озера, тогда как калвиус встречается только в юго-западной части озера. Существует много цветовых вариаций компрессепсиса. Рассмотрим внешний вид Lamprologus compressiceps redfin, которого содержу я. Отличительной особенностью представителей данного рода является высокое тело с вытянутой головой и характерным горбиком над ней. Высокое, сильное, сплющенное с боков тело и достаточно вытянутая голова, на конце которой располагается крупный рот с мясистыми губами. Крупный спинной плавник напоминает гребень и тянется от головы до хвоста. Хорошо развит анальный плавник. Хвост же трапециевидный, однолопастный. Грудные плавники, как и контуры спинного, анального и до самого хвоста, имеют красный цвет. Соответственно, redfin переводится как «красный плавник». Содержание простое, но требует некоторых особенностей. Рекомендуемый размер аквариума для группы рыб до 200 литров. Пару можно содержать и в меньшем объеме, до 90 литров. Аквариум обустраиваем с имитацией скал, которые будут создаваться естественные укрытия. Пусть в аквариуме будет много камней, которые размещаем таким образом, чтобы создать отдельные пещеры и узкие проходы. Можно добавить средние рапаны, они также хорошо в них не листятся. В качестве грунта подойдет любой мелкий песок. Я использую кварцевый с фракцией 1-2 мм. К растениям абсолютно равнодушны. При желании можно создать зеленые участки. Поскольку рыбки не проявляют интереса к растительности, можно использовать виды растений, которые хорошо переносят жесткую воду. Например, криптокарины, анобисы, полиснерия. Можно содержать в паре или гаремом, когда на одного самца приходится несколько самок. Compressiceps относятся к территориальным видам, но не агрессивным. В качестве соседей хорошо подойдут Cyprichromys, Lamprologus и Leudochromis. Главное, чтобы соседи были достаточно велики, чтобы не быть случайно съеденными. Помните, что компрессепсис – это своего рода щука в мире аквариумных рыб. Миролюбивый хищник, который станет нападать только на маленьких рыбок. Не рекомендую их содержать вместе с трофеусами или петерхромисами. Аквариум также должен иметь крышку, потому что они любят выпрыгивать из аквариума. Освещение рыбки предпочитают приглушенное. Компрессепсис просто в содержании и разведении, при условии, что обеспечены стабильные условия содержания. Может стать большой проблемой для начинающего аквариумиста – это еженедельная подмена воды, которая является важной еженедельной процедурой. Подмена воды производится 30% от общего объема аквариума. Обязательно наличие производительного фильтра и компрессора, а также нагревателя для поддержания комфортной температуры. Оптимальные параметры воды для содержания
Температура 25-27, кислотность 7,5-9,0, жесткость 8-25. Поговорим о питании. Каприсисепс – хищник, питающийся преимущественно различными беспозвоночными, ракообразными или мальками других рыб. Его тело чрезвычайно плоское, что позволяет ему охотиться даже в очень узких расщелинах скал. В общем аквариуме, где пространство ограничено, он может быстренько украсть икринку у самки Трофеуса, прежде чем самка успеет забрать ее в рот. Воришки, одним словом. В аквариумных условиях всеядны. Хорошо кушают артемию, мотель, заморозку, качественные сухие корма, не забываем про растительную подкормку. Очень пугливы, поэтому при кормлении не надо делать резких движений. Размножение компрессисепсиса очень интересно для наблюдения. Нерест возможен как и в общем, так и в нерестовом аквариуме, но последний вариант предпочтительней. Половые признаки у рыб выражены слабо. Обычно самец во много больше самки. Как правило, группу молодых особей сажают вместе и ожидают, когда они создадут пару самостоятельно. Половой зрелости рыбки достигают лишь в возрасте от 1,5 до 2 лет. Самка выбирает место для нереста. Это может быть расщелина или ракушка, чтобы туда могла войти только она, но не самец. Самка откладывает в полость ракушки от 50 до 200 икринок, которые самец оплодотворяет снаружи. Самка ухаживает за икринками, самец чаще всего старается снаружи. Инкубация икры занимает около 2 дней, а самостоятельно плавать мальки начинают спустя 8-10 дней. Забота о потомстве лежит полностью на самке, в то время как самец охраняет территорию перед логовом, но часто исчезает до рождения детенышей, бросает свой пост и уже заигрывает с другой самкой, с чувством выполненного долга, прогуливаясь по всей территории. В это время самца следует отсадить. Темпы роста мальков низкие, но отдельные особи развиваются быстрее и начинают охотиться на более мелких собратьев, поэтому нужна регулярная сортировка. Ну вот, друзья, мы подошли к концу нашего погружения в мир аквариумистики. Эта рыбка действительно является удивительным видом, который не перестает восхищать нас своей красотой и уникальностью. Большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, вы узнали много интересного, и оно стало для вас полезным. Просьба подписываться на мой канал «Любитель трофеусов» и поставить лайк этому видео. Также задавайте вопросы в комментариях. Обещаю, что отвечу на каждый. До встречи в новых выпусках. Всем добра!